Слава Украине, привет всем от Полонского. Вечерние новости начинаем с неприятного известия. Опять очередной рашистский дрон попал по жилой пятиэтажке, на этот раз в Житомирской области. Преступлением рашистов этого путинского режима нет предела. И как ни по детской площадке влупят, так вот сегодня по этой хрущевке, по пятиэтажке, где как минимум один человек погиб, 5 раненых. Ну что скажешь. Имеем дело с нелюдями. И только не надо мне говорить, что вот это все Путин виноват, как российская оппозиция так называемая. Это все Путин виноват, российский народ не такой. Я хочу спросить, вот этот дрон сегодня по жилому дому в Житомире, это Путин послал? Или это представитель этого самого российского народа замечательного послал? А детей на площадке детской в Кривом Роге кто убил? Путин или представители российского народа? Ну, ответ, по-моему, очевиден, да? Это живодерский народ, кстати. Это просто показывает практика. Это не для того, чтобы их оскорбить. Это то, что мы видим. Каждый день по нам летят ракеты, каждый день по нам летят шахеды. И если мы отрабатываем у них военные объекты, то у нас как не Кривой Рог, так Житомир. Как не Житомир, так в Харьков прилетело. Как не в Харьков, так в пятиэтажку в Сума. И так далее. И без перерыва это дело. Вот так вот. Так что, но Трамп, видите, говорит, что у него очень хороший прогресс на переговорах с Путиным по поводу Украины. Мы этот прогресс видим каждый день. Вот прямо сейчас воздушная тревога у нас. Вот секунду назад объявили. Так что вот это надо иметь в виду. Это уже, я не знаю, какая сегодня по счету, 4-я, наверное, воздушная тревога за день. Не знаю, что сейчас, наверное, опять шахеды летят, может баллистика. Да, он я слышу. Да, так что вот такие вот дела, ребята. Но у Трампа, вы же видите, все хорошо, все замечательно, у него замечательный прогресс. Хочу напомнить Трампу одну такую вещь. Он говорил, что в случае, если он выиграет президентские выборы, это он говорил абсолютно серьезно, вот, то мир наступит за 24 часа, еще до вступления его в должность. Вот как замечательно, да? А потом, правда, сказал, что он пошутил. Но это ж такие у него шутки, когда десятки тысяч людей убивают. Ну, шутки, он пошутил, что там действительно. Хороший человек с красивой шевелюрой, что ему пошутить нельзя, что ли? Действительно. Вот так вот, друзья мои, да. То есть, сегодня у него было очередное словоизвержение, в простонародье называемое словесным поносом. И Трамп выдал очередные несколько глупостей. Ну, сначала скажем следующее, самое главное в этой ситуации. Трамп выдал как огромное достижение то, что он отменил тарифы. Ну, отменил на 90 дней. Опять, мы же не знаем, что у него в голове. Он через 40 дней может сказать, что он опять что-то переменил. А через 2 часа может все перекрутить наоборот и сказать, что это тонкости переговорного процесса. Ну, по-трампистски, да. Ну, мы же в курсе, да. Поэтому рынок, который с утра был зеленым еще, да, вот, с утра был зеленым, все воодушевились, вот, потом бабах, после обеда это все полетело вниз к чертовой матери, и опять весь американский фондовый рынок красный, компании снова теряют море денег, и теряют деньги все, абсолютно все, кроме... Догадайтесь кого? Правильно, кроме друзей Трампа, которые оказались самыми умными, самыми такими знающими, самыми такими передовыми и самыми начитанными, и вообще самыми гениальными. А знаете почему? Потому что они выиграли большие деньги на вот этих всех перепадах. Они, представляете, Трамп им ничего не говорил. Они своим умом, они силой своего интеллекта предугадали, когда будут санкции вводиться, когда санкции вдруг испарятся в течение одного дня. Это они такие умные, вот что они сами все это предугадали. Трамп здесь, конечно же, и ни при чем. Просто он выбирает друзей, таких, которые настолько гениальны, что могут предсказать все его шаги. А он им ничего не говорил. Вы же не подумайте, это он не совершал федерального преступления ни в коем случае. Как такое вообще можно подумать, да. Но его люди поднялись очень хорошо, на миллиарды долларов. Все остальные, правда, американцы в первую очередь обеднели. Ну, это такое, они же глупые, а это умные, вы же понимаете. Надо знать, с кем дружить, да. И вот сегодня интересный репортер спрашивает у Трампа, а как вы можете объяснить, что рынок снова рухнул? Причем весь, это не одна компания, 2, 5, 10, 15. Вот весь рынок только шлеп и ушел в красное, причем сильно ушел. Там и на 10, и на 8% и так далее. То есть все, что там с утра еще казалось зеленым и красивым,
Оказалось, что это все туфта, ничего никто не хочет никаких акций американских компаний. А знаете, почему не хотят? А потому что им больше не верят. Доверие к чему-либо строится десятилетиями. Доверие к политике строится десятилетиями. Доверие к экономике строится десятилетиями. А профукивается, знаете, как быстро? За минуты. За минуты. Вы ставите такого президента, как Трамп, он начинает свою шевелюру возбуждать, шевелюра возбуждает вокруг экономику, все рушится, все видят, что это просто то, что он делает, это понимаете, как вам сказать, это абсолютно ну я сейчас мягко буду говорить, это то, что он делает, абсолютно непредсказуемо и не согласуемо ни с каким здравым смыслом, от слова вообще. То есть все видят, что думает он не мозгами, а прической, да, то есть головой, не головой, а волосами, да. Вот, ну так такое, по крайней мере, у людей впечатление, потому что его решения настолько идиотские, настолько нелогичные, настолько глупые, что сказать, что, знаете, работает какая-то серьезная команда, мастерство переговоров и так далее, никто с этим больше не хочет иметь дело. Как говорится, с таким рынком никто не хочет иметь дело, никто не хочет покупать акции этих компаний. Нафиг они нужны, потому что, ну, они, просто любой инвестор говорит так, я их сегодня куплю, завтра он впендюрит какие-то новые несусветные налоги, черти на шо, черти как, черти через зад, да нафига оно мне надо. Пойду куплю что-нибудь в Таиланде, в Китае, ну, где предсказуемое что-то, да, есть, в Европе, в Евросоюзе. Зачем покупать то, что завтра может, благодаря шевелюре Трампа, может просто превратиться в тыкву из хрустальных башмачков, да? А зачем оно нужно, из кареты? Зачем оно нужно? И все, и люди отказываются от американского рынка. Более того, я уже рассказывал, а это очень серьезно, Китай, Южная Корея и Япония рассматривают тройственную отмену пошлин в отношении друг друга, зону свободной торговли. Америки там не фигурирует. Ну потому что, вот как с Трампом иметь дело? Ты ему что-то а он тебе на следующий день пиндюрит 100% налогов за что-то. Причем, знаете, ну ладно бы, хорошо, когда ты там с Китаем враждуешь, и хотя тоже нельзя из-за вражды делать налоги. Деньги любят тишину. И когда ты вот ляпаешь такими тарифами, это ты как бы орешь. А когда начинаешь орать, деньги сразу убегают, потому что не-не-не, нам такое не надо. Вот. Трампу с Китаем надо было вести переговоры, тихонько обо всем договариваться, все было бы хорошо, чики-пики и нормально. Он вместо этого начал ломать Китай через колено. Ну вы же поймите, две страны обладают приблизительно одинаковыми возможностями. Вот. И одна вдруг начала ломать другую через колено. Не получится. Не получится. При всей моей нелюбви к Китаю и его руководству, но в данной ситуации они являются как бы жертвами этой войны, и поэтому Трамп тут не прав явно, ну, с моей точки зрения, по крайней мере. Вот. И никто Соединенным Штатам в этой ситуации не сочувствует. Более того, второй, как говорится, ятаган, китайский ятаган, хотя ятаган и турецкое оружие, неважно, да. Второй ятаган в спину, это китайцы тышком-нышком, спокойно, без всяких проволочек, начали переговоры с Евросоюзом о поставках в Евросоюз китайских электромобилей без налогов или с минимальными налогами. Вот так вот. Поскольку Теслу сейчас в Европе никто не хочет покупать от слова вообще, а рынок, в принципе, этих электромобилей востребован довольно серьезно, вот, то, как говорится, тут китайцы с их, скажем так, очень передовыми теми же Зикрами, BYD и так далее. Там очень много у них довольно неплохих машин. Как оказалось, электричек довольно неплохих, особенно BYD это вообще. Но Зикр тоже, да, шикарная машина. Вот. Не ожидал, что я скажу такого о китайцах. Честно говоря, я их всегда критиковал, но электрички у них хорошие, тут ничего не скажешь. Вот. Они с радостью займут место Теслы, которая самовыпилилась из Европы после вот этого цирка с зигованием Маска, после вмешательства Маска на стороне крайне правых в Европе, чего он не имел права делать. Вот, и так далее, и так далее. То есть европейцы ему просто показали на дверь, перестав покупать Теслу. И все. Вот, соответственно, святое место пусто не бывает. Как-то там худо-бедно китайцы с ними договорятся сейчас. Не знаю, будет налог, не будет. Это дело переговоров. Видите, переговоры тихохонько идут. Никто никаких утечек не делает.
Договорятся, очень хорошо, и пойдут китайские машины туда, какой-то европейский товар пойдет на Китай, к обоюдному лобзанию и удовольствию. Вот, но Трампу такое неведомо. Он сначала пытался через колено ломануть Европейский Союз, потом через колено ломануть Китай, но в результате получил в дыню и там, и, короче говоря, остался несолоно хлебавший. Вот, собственно говоря, что с ним произошло. Американский рынок катится в тартары, вот, собственно, и все. Потому что, еще раз говорю, никто не хочет вкладывать в него деньги. Ну как ты в него вложишь деньги, а завтра он то ли впендюрит какие-то налоги, которые он с Луны, то ли выпендюрит их, а послезавтра все поменяет наоборот. Ну как с ним можно иметь дело? Еще один интересный такой момент. Вот они постоянно говорят о том, что с Америкой так нехорошо все поступали. И вот делали все плохо, и поступали плохо, нечестная конкуренция была. А я себе говорю, ну вот ты влепил, ну как-то мне вот слабо представляется нечестная конкуренция со стороны, например, вот он влупил там, по-моему, 90% или 80% санкций еще до отмены их, да, Лесото. Там, блин, зарплата у работников по 2-3 доллара в день. Вот я таки представляю себе этих граждан Лесото, которые забирают у американцев последний кусок хлеба со своими 2 долларами в день или 3. Вот просто представляю это. И, конечно же, пингвинов тоже представляю, которые прямо вот с Северного Ледовитого океана. Блин, нет, это же Индийский океан, что-то перепутал. Прямо с Индийского океана приплывают пингвины, на которых он санкции наложил, значит, вот и забирают у американцев их кусок хлеба, потому что они такие нехорошие пингвины. И так далее. Вот я не могу себе этого всего объяснить. Вот, но Трамп может, Трамп это все, как говорится, делает. В результате это все, мало того, что он разорил очень многих американцев, я об этом уже рассказывал, он разорил фермеров, вот массу фермеров уже разорил, уже все, он с ними покончил. То есть например, тот же USAID, да, организация, которая там кормила многих, которая, Украина, которая донатила деньги, не деньги, а мы зерно свое донатили. Точно так же и американские фермеры продавали свое зерно этой организации. Она у них выкупала и потом донатила это, значит, зерно где-то там в Африке, еще где-нибудь. Вот. Что они делают? Они разогнали USAID, эти фермеры разорились, у них зерно больше никто не покупает. Вот, собственно говоря, и все. Вот что происходит. Очень также печальная просто картина происходит с американскими мобильными телефонами, которых, собственно, не существует. Назовите мне хоть один, я уже об этом говорил, назовите мне хоть один мобильный телефон, который собирается, полностью производится в США, на который нету налогов сейчас, не будут налогов. А таких, по-моему, не существует. Нет таких налогов. И вот сейчас Apple срочно перевозит 600 тонн айфонов из Индии в США, чтобы избежать налогов. Да. 600 тонн айфонов. Трамп от них требует перенести производство в Соединенные Штаты Америки из Индии. Из Индии, из Китая. Ну, во-первых, если... Знаете, я вам скажу так, что... Это не получится по нескольким причинам. Это невозможно делать по нескольким причинам, которые Трампа не интересуют. Ну, вы себе представляете, вот этого американскую вот эту мамми 150-килограммовую, сидящую и очень быстро делающую вот эти вот мелкие точные движения. Это невозможно. Это могут делать только китайцы или индусы, которые, да, с утра до вечера будут сидеть вот по 17 часов в сутки, как конвейер вот это вот все делать. Никогда в жизни ни один американец. Ни за какую зарплату. А там только на минималку можно рассчитывать. Потому что иначе эти айфоны будут очень дорогими. Вот. Это невозможно, в принципе. Да. Плюс там очень другие моменты. Там это и страховки всякие, и платежи дополнительные. Короче, американцы посчитали, что если айфоны будут делать в США, то по самым минимальным прикидам, в самом лучшем случае их цена будет минимальная, начинаться с $3500. Ну и туда, и до бесконечности. Вот так вот, да. То есть, а производить их в Индии или в Китае он не дает. Обкладывает это все дело налогами. Ну вот как-то так. Как с таким человеком разговаривать? Ну, если он, понимаете, как можно требовать сочувствия к другим странам, если он тупо уничтожает свой собственный бизнес и говорит, это забота о бизнесе, это забота об американцах. Этот Хексет сегодня. Господи, даже да, Хексет сказал, что он отправил
кучу кораблей военных к Панаме. А у меня такой вопрос, а нафига? Вот честно, вот я говорю, ну нафига они там, у Панамы есть свой флот, она собралась воевать с США. Или кто-то, не дай бог, напал на Панамский канал. Я не знаю, может, мексиканские наркобароны на него напали там, или колумбийские мартышки, или вот эти вот рассерженные пингвины с острова Макдональд приплыли с тем, чтобы заблокировать, значит, перешейки, Панамский канал. Я просто не знаю, ну зачем? Поперли туда. Вот. Другой, значит, ну, этого, у Трампа там все клоны. Волс. Вот, значит, это же его советник. Вот, в прошлом году китайцы получили 1700 заказов на корабли, на суда эти, торговые. А американские верфи только 5. Но под вашим мудрым руководством, под вашим, как же он сказал, не мудрым руководством, гениальным, что ли, что-то типа этого. Под вашим каким-то там супер-пупер кимченыновским руководством мы вернем все эти работу в Соединенные Штаты Америки. Ну, большего идиотизма даже трудно себе представить. Как вы вернете это все дело? Как? Чего ради? Смотрите, ведь когда размещают заказы на корабли, на телефоны, еще на что угодно, в том же Китае или в той же Южной Корее, которая много их делает, люди руководствуются соотношением цена-качество, да? Качество великолепное, цена невысокая. Ну, попробуй сделать так же в США. Ты сделай условия, при которых американский бизнес процветает, тогда там будут просто автоматически будут заказывать какие-то товары. А если ты делаешь условия, от которых все бегут, ну так там ты можешь ставить какие угодно, драконовские, там, не знаю, кричать что угодно, трясти шевелюрой, делать все что угодно, но никто в Америке ничего заказывать не будет и строить не будет, просто потому что в этом нет экономического смысла. Ну, я не знаю, как можно взять и хряснуть по столу и сказать, я заставлю тебя строить корабль в США. Если, понимаете, 90% кораблей, которые стоят в том же Китае, да, они же не будут ходить под американским флагом, поэтому они никогда в жизни не попадут под американские какие-то налоги и так далее, и так далее. Там им прицепят флаг или Кирибати, или Вануату, или Либерии, или той же самой Панамы, или там Багамских островов, еще что-нибудь такое. И будут они под этим, да, Кот-д'Ивуаром каким-то, ходить себе под этим флагом, пока их там не попилятся через 20 лет в Пакистане на этой самой, на разборке судов. И все. И ни о каких... и будут зарегистрированы на какую-то компанию где-то в Либерии. Поэтому какой смысл людям переводить постройку кораблей, объясните мне, в США, если в этом нет экономического смысла? Ну, Трамп этого не понимает. Он говорит, я тут всех... У нас был один такой деятель, Никита Сергеевич Хрущев, который решил волюнтаристским методом сажать везде кукурузу. А потом получилась большая задница. Вот. Ну, вот сейчас второй деятель появился. Но, по-моему, Хрущеву до этого деятеля очень далеко.